Ну, вот этот Миндичгейт, что он вскрыл? Тяжелую же такую, где-то даже, не буду говорить, что родовую, ну, такую архетипическую травму. Это с нами, с украинцами, очень давно. Это вот нелюбовь к евреям, да, мол, смотри, вокруг евреи, вот они все, вот это самое. Тут уже евреи против евреев, понимаете? Тут уже такое просто вылезло. Значит, выходит Кулеба. Это, конечно, что-то. Говорит, я в 24-м году говорил, когда был на должности, давайте с Кушнером, ну, дружить. Есть контакты, выход у меня есть. Я министр иностранных дел тогда есть. А мне Ермак говорит, вот это все, ты ничего не понимаешь, с Помпео будем дружить, а с ними Ну, нет. И сейчас мы видим, что Кушнер вместе с друзьями Коломойского, ну там разного, там его, скажем так, соратниками, гасят, как мама не горюй, как за родину. То есть получается евреи против евреев у нас сейчас в этом всем, да, а украинцы в стороне. И когда вот вы говорите про систему, да, которая бы обратиться лицом к людям, слушайте, так может и проблема украинцев в том, что как бы чем выше по этим ступенькам, тем меньше украинцев. Я имею в виду по национальному происхождению. Страшные вещи сейчас говорю, но тем не менее. люди же не делятся на евреев и украинцев. Они делятся на умных и добрых или на глупых и подлых. Ну, или умных и подлых, и глупых и добрых. Вот и все. Евреи и не евреи, нет никакой разницы. Зеленскому и Ермаку предлагали, в том числе ваш покорный слуга, участвовал в предложении эксклюзивных возможностей общения с республиканцами. Скажем так, максимально деликатно. Организовывали встречи и так далее, и так далее. Они же сидели на демократической игле так, что ну, даже когда прилетали сенаторы, прилетали еще в апреле 22 года на договоренные встречи, им давали отворот-поворот, потому что демократы, видите ли, узнали и возражали. Трижды прилетали только в 22 году, трижды да, с конкретным временем приема в офисе, их трижды разворачивали. Ведущие, старейшие сенаторы с огромным влиянием, конгрессмены, ну о чем говорить. А России хотел, Поэтому, да. как бы, понимаете, Байдена уже нет, а система создана Байденом все еще есть в Украине. Байденом и Соросом. Вот смотрите, завтра у Путина Витков. Что Угу. предложит? Многие говорят, что нечего предложить. Хотя, почему нечего? Может, просто мы чего-то не знаем? А, Что значит нечего предложить? Всегда есть предложить согласованный план, который там условно упирается в это НАТО и в этот самый. Ну, можно сказать, смотри, украинцам очень важно верить, что иметь конституцию у НАТО. Наше предложение очень простое. Мы в документы наши НАТО руководящие примем, что мы не принимаем Украину. Как я говорил, все. Пусть они себя оставляют. Для Путина это выход. Потому что мы можем стремиться сколько угодно, ему все равно. Он народу покажет, смотрите, я добился от НАТО не приема, гарантии не приема Украины. Все, победа чисто. Второе, по поводу Донецкой области, они предложат что-нибудь типа, давай вот ты не будешь заходить по границе Донецкой, станем по линии разграничения, но украинцы выйдут. А будет там демилитаризованная зона с турецкими миротворцами. Ну, он может на время согласиться. Почему нет? Вот вам и решены два ключевых вопроса. нет, ну подождите, это абсолютно противоречит целям и задачам. Почему? Ну, о каких войсках НАТО вы говорите, Да, если это это не все возможно. Ну, война? хорошо, они будут бразильские, будут индийские, будут какие угодно. Какая разница? Это же тут турецкие войска очень условно войска НАТО. Они, в первую очередь, турецкие войска. Поэтому, в принципе, решение есть. Если есть стратегическое желание закончить войну, на этом этапе, подчеркиваю, то а у России, судя по всему, оно есть, то найдут они способ это все решить. Это невеликая проблема. Макрон сегодня... Другое дело, что они могут воспользоваться конкретными претензиями, там, конкретным каким-то пунктом плана. Просто первое, чтобы выиграть время для физического захвата Донецкой области, и не только. Как можно дальше продвинуть линию фронта. Второе, для того, чтобы еще больше надавили на украинскую сторону. Еще больше вскрыли компромат. Потому что хаос в украинском политическом, военно-политическом руководстве на руку России. Для продвижения своего влияния здесь, внутри, в дипломатии, для влияния на будущие выборы в Украине и прочее. Поэтому, да, они могут потянуть и могут тянуть аж там до весны, до мая, но сильно далеко они не затянут. Их все-таки замерят на это время. Ну, замерят, и они замерятся. Поэтому
Там, видимо, позиция Китая еще очень большую роль играет. Вот я о Китае хотел спросить, потому Да. что Макрон сегодня пообещал Зеленскому, он там 3 числа будет в Китае встречаться с Си Цзиньпином, говорит, будет Мгм. просить, чтобы надавили на Россию. Как трактовать это заявление? Ну, Макрон же пытается поддерживать падающие политические штаны. Я, честно говоря, можно не обращать особого внимания на то, что он заявляет. Европа не имеет решающего голоса. И тем более Макрон в положении хромой сбитой утки. Вот. И второй момент, как бы, я думаю, что ну, по некоторым признакам, например, Штаты, один назову, Штаты молчат про Тайвань, Китай молчит про Венесуэлу, Мгм. вообще молчит, никак не упоминается. Похоже, что о чем-то они там договорились. Я резюмирую, война в Украине будет остановлена. На время или на время это зависит в очень большой степени от того, что будет делать Украина с собой, не с Россией, не со Штатами, а с собой после окончания войны. Она, может быть, не будет остановлена завтра, она может остановиться в апреле, в феврале, в мае, там еще где-то, но она будет остановлена в какие-то исторические сроки. После этого в Украине будут проведены выборы, и вопрос, куда она двинется дальше, это Украина. Ключевые позиции, которые удалось отстоять, это численность вооруженных сил. Мы не можем остаться безоружными. Это вооруженные силы– одна из 3 элементов устойчивости государства. Не против России, само по себе устойчивость. Особенно в геополитическом бардаке, котле, который сейчас заваривается. Вооруженные силы, сильная экономика и хорошие отношения с соседями. Соседи, да, включая Россию и Беларусь, с ними придется налаживать отношения, выстраивать. Основа этого– смена проектности внутри Украины на широкую центристскую, простыми словами, выполнение Конституции. Все. Вот это вот комплекс проблем, который перед нами стоит. Конечно, хотелось бы, чтобы война закончилась завтра, но даже если она закончится в мае, этот комплекс проблем никуда не денется. Он только больше актуализируется, потому что развала будет еще больше, потерь будет еще больше. Как бы, я не знаю, ненависти взаимной, раздратування, там, разочарования будет еще больше. Чем раньше закончим, тем лучше. Если потенциал ее закончить быстро, судя по всему, есть очень быстро. Достаточно быстро, там, вплоть до этого года, там, до февраля, января и так далее. Если потенциал у России продолжать затягивать время и продолжать воевать, на определенных условиях, да, но это больше зависит от позиции Китая, там, России, совместных Штатов, вот этих больших договоренностей в треугольнике, скорее. Ну, Путин едет в Индию сразу после встречи с Виткофом, наверное, там о чем-то будет говорить в том числе. Индия важная, важная очень вершина этого четырехугольника, этой конструкции. Давайте к фронту перейдем. Значит, я планирую как бы по классике, а там как пойдет. Мгм. Начать я предлагаю с Сумской области. Вот прям чтоб с самого севера. Значит, было сообщение, что до 1 декабря якобы, да, Зеленский дал распоряжение убрать российские войска из Сумской области. Как видим, ничего не убрали. В общем, это все опять, знаете, Ну как, российские корреспонденты военные говорят, что там концентрация украинских войск, которые пойдут, или ура, ура, там в контрнаступление выбивать и прочее. Вот. Ну, допустим, пойдут, посмотрим. Это фактор не очень большого значения. Для сумчан, да. Для того комплекса вопросов, которые я обрисую, не очень. Вот. Второй момент, что там у нас Харьковская, та же история, север Харьковская, у нас восток Харьковская, Купинск, нет, который, давайте начнем с да, Волчанска, потому что с Волчанска. Волчанск сегодня отрапортовал Герасимов Путину, об Мгм. этом сообщили официально, что Волчанск пал. Плюс Белоусов, давно его, кстати, не было слышно, особенно по военным вопросам, вот во время нашего эфира вышел с заявлением, что взятие Волчанска, ну и Купянска туда дальше, освобождает какое-то количество войск для того, чтобы идти дальше. Они дальше идут. Ну и Песков говорит, на 26-й год все там, зима, все есть, все планы по пайке, ну, по еде солдатам, по одежде, все будет. Значит, будет война, получается. Нет, они говорят другое. Они говорят, что если мы не договоримся дипломатически, то мы добьемся этим военным путем. Путин же это же сказал, выступая в Центральной Азии, правильно? И так далее. Позиция их не меняется вообще. Она как была, так и есть. Падение Да. Волчанска и Купянска, если все, как говорит Россия, к чему Ну, в военном упали смысле? они, ничего не поменяется.
Но они будут дальше наступать на севере Харьковской области. И там, наверное, на востоке тоже, охватывая Харьков с двух сторон больших. И создавая условия для взятия Изюма, там, например, для того, чтобы славянско-краматорскую операцию закрыть. Ну, та же логика, ничего не меняется. Отойдут ли, будут ли, обменяют ли в обратном направлении. Там же одно из предложений звучало как, что если вы выйдете полностью из Донецкой, то мы добровольно уйдем с Сумской, Харьковской там, и прочих там захваченных и так далее. Было же такое предложение? Было. Оно до сих пор на столе, подозреваю, как вариант. Всегда же есть 3, 4, 5 вариантов на разные схемы договоренности. Но в целом они удерживают ту же логику. Ну, Купянск, видите, как сегодня отчитались, а Зеленский говорит, нормально все, мы их всех Ну, зачистили. Купинск не взяли, это я знаю точно. Насчет Волчанска я не успел уточнить. Купинск точно нет. Это сказки Венского леса. Но как бы сказать, что это, там, мы его отстоим, тоже было бы напрасно. Не отстоим, скорее всего. То есть это вопрос времени. Это потому, что на том направлении солдаты ВСУ как бомжи, как Нет, это сказал потому что Путин. резервов тупо нет. Просто вот и все. Ну, нету резервов у нас. Достаточно для того, чтобы сразу и Волчанск, и Сумскую область, и Купинск, и все на свете отбивать и удержать. Какие-то есть, потому что он даже Покровск до сих пор не полностью взят. Ну, точнее, он взят почти полностью, но там бегает наше ССО, и дронщики воюют и так далее. Но, в принципе, стратегическое преимущество за Российской Федерацией, за ее войсками, за ее группировкой. То есть вопрос падения города, который и так взят на 85%, там, на 70%, на 50%, это вопрос времени. О каком времени мы говорим, если, ну, Да, переносимся уже это на... надо знать резервы, которые у нас, у них. Ну, допустим, их я знаю, а наши, даже если бы знал, не сказал бы. Поэтому не могу оперировать аналитически, я могу только сценарно, перспективно. Скорее всего, да, возьмут и Купинск, там, да, и Покровск, возьмут и Мирноград, возьмут в ближайшее время, если так дальше будет продолжаться. Ну, так возьмут, соответственно, освобождается армия, и она идет Но она дальше. пойдет дальше по направлениям. От Купинска они пойдут на Изюм, от Покровска и Мирнограда, я не знаю, скорее всего, на Доброполе. Я бы пошел туда и выше, на Барвинково, если уже решать задачу захвата Донецкой области полностью. Ну, где-то вот так вот. Какая-то часть, возможно, уйдет на Запорожское, потому что оно очень лакомо выглядит. Там стык Запорожской и Днепропетровской. Туда. Ну, примерно так. У них основная мулящая история – это Сиверский выступ. Вот если они его сомкнут, умудрятся, то тогда высвобождается очень хорошая масса войск, которую можно кинуть на какое-то направление. Но он пока стоит, не хочет двигаться. Хотя там тоже и возникли нюансы в крайнее время. Ситуацию в районе Гуляйполя, как вы оцените сейчас? Потому что там даже пару дней назад вбрасывали видео старое там с зеленкой еще, что вот, мы отбили, а потом вынуждены были позорно удалять. Эта информация не подтвердилась. В общем, бои в самом Гуляйполе на подступах прям идут на окраинах. И, судя по всему, вход в Гуляйполе, ну, вот, как бы нормальная история, то есть, как и по всем другим городам. Но что означает потеря Гуляйполя для этого направления? Ну, просядет очередной узел обороны, да, и российские войска продвинутся вперед. Да, как бы там и так до Запорожья 30 километров. Поэтому ну, будет 25. Как бы, да. Это частный будет военный успех на конкретном направлении, но имеющий хорошую перспективу стать оперативно-тактическим, потом оперативным. Ну, то есть, смотрите, одно падение конкретного Гуляйполя, падение конкретного Покровска, Купинска ничего не меняет в стратегической рамке войны. Но накопление таких падений влияет морально, информационно, политически, как бы, да, плюс выматывает наши войска, тратит российские, конечно же, тоже, но и наши. Вот, сокращает линию фронта, высвобождает противнику резервы. То есть создает сумму условий, когда следующий населенный пункт им будет брать легче, чем это. Если еще видеть конкретно начертание линии обороны, где они там где-то прорвали, обошли, то наши, которые были созданы, то это еще такая штука, например, зайти за линию обороны, где дальше нет укреплений, это очень перспективная история. Тоже часть условий. Но в войне такого масштаба не работают разовые акции, работает только накопление, постепенное накопление.
Ну, перспективы такого накопления весьма позитивные для российской стороны, весьма негативные для нас. Перспективы. Но дело в том, что умные как раз ориентируются на перспективы, которые политику выстраивают, и военную, и там, гражданскую политику, не на существующее положение дела, а на перспективы. Надо смотреть. Как, Прогнозировать начинается. как вы Называется. оцениваете заявление Марченко, экс-генерал-майора, о том, что будем терять... Ну, в принципе, повторил за вами, вы давно об этом говорите, будем терять много-много, но он прям четко обрисовал, что перепрыгнут речку, заберут Херсон, пойдут на Николаев, ну, а там и Одесса недалеко. Прям по-военному, такими широкими очень шагами и мазками прошелся. Ну, для того, чтобы они перепрыгнули речку, это нужно все-таки там где-то взять много-много российских резервов. Например, если они берут Донецкую полностью, становятся в оборону, дальше не идут, к примеру, они тогда высвободят достаточное количество войск на Херсон. То есть они тогда, получается, как боксер левой рукой прикрываемся, правой бьем. Там были наоборот. Они стали в оборону на определенных участках. Оборона всегда легче, всегда требует меньше войск. Когда и нам наступать, честно говоря, нечем. А высвободившуюся массу войск загнали туда, и там реально наступают. Но, во-первых, до сих пор они так не делали. Они везде стремятся наступать. Это одна из особенностей этой войны. Постоянно держать всю линию фронта в более-менее напряжении. Во-вторых, ну, с другой стороны, никто не мешает так сделать. Но это не просто. Перепрыгивать речку очень непросто. Тем более с низкого берега на высокий. И, опять же, нет никакой поддержки флота. Ну, там поддержка авиации ограничена. Поэтому такая полномасштабная десантная операция – это высшая степень сложности операции в военном искусстве. И это не так просто будет организовать. В перспективе, если мы вообще окажемся без войск, как бы да, тогда, конечно, просто переплывут. Но вот до этого совсем очень далеко, даже как для перспективы далеко. Как вы относитесь к заявлениям, что Одессу и Николаев возьмут без боя? Ну, а кто их собрался отдавать без боя? Ну вот здесь вопрос, понимаете? То есть, что должно так произойти, чтобы условно... Украина должна остаться без вооруженных сил полностью. Развалиться как институт. Штык в землю, все разбежались по домам. Тогда да, тогда без боя можно брать. Ну, а пока есть хоть какие-то вооруженные силы, это будет непросто. Ну, какие-то пристойные. 1300-400, не меньше. э, Погранцы на западной границе, мусора и ТЦКшники будут защищать города, поэтому их не отправляют на Смотрите, передовую. погранцов ротируют. Это один из мифов, что они сидят там на западных и южных границах и как бы и только проверяют, обелечивают. Да, это не так. Их ротируют постоянно. То есть они все воюют, а потом уезжают там подежурить на западной границе. Так что, когда вас пограничник на западной или южной границе проверяет документы, это почти 100% воевавший человек. И неоднократно бывший на ротации там и так далее. То есть воевавший, погибший и так далее. Что касается полицейских, ну, в принципе, это очень серьезный резерв для людей с оружием, которые уже сведены в военизированное формирование и как бы могут воевать. Но они же всегда были опорой режима. Поэтому, если их швырнуть на фронт, то тот, кто им этот приказ отдаст, должен им обладать гигантской степенью легитимации, чтобы режим после этого не зашатался, когда мало полиции станет. И есть ли у нас сегодня такая фигура? Большой вопрос. Для этого нужно полное гражданское согласие властей с народом, чего у нас отнюдь не наблюдается. Значит, так, значит, мы подведем итоги, друзья. Единственное, что я бы хотел важный вопрос задать в контексте, ну, вот вообще ситуации с Черным морем. Ну, уж коли про Одессу заговорили. Эрдоган сегодня сделал заявление там перед нашим эфиром, говорит, все стороны, всем жестко турки дали понять, что, в общем, всем сторонам, имеется в виду, я так понимаю, и Украине тоже, которая взяла на себя, потом публиковала карты, что вот мы, смотрите, какие мы бравые,
Мгм. В общем, атаковали торговое судно под чужим флагом. Ну, все понимают, что российское, теневой типа флот, но российское, но в территориальных водах страны НАТО. А, Чем Ну, и аукнется? Казахстан возразил относительно атаки нефтяного терминала Да, ну, в потому что там общий Новороссийске, бизнес, да. потому что, да, это его. Чем это аукнется? И, собственно, зачем это Украине? Ну, разовый инцидент ничем не аукнется, а если будет системная история, то Турция изменит свою позицию не в пользу Украины. Насколько это серьезный фактор, очень трудно сказать, но Турция один из немногих государств, проводивших до сих пор взвешенную политику в отношении Украины, в чем-то даже дружество. И, конечно, портить с ними отношения – это большая глупость. Я же говорю, назовите соседа, с которым мы не перепортили отношения. Ну, совсем не перепортили. Сейчас с турками решили поспорить, хотя Турция – это один из самых критических, вернее, один из самых ключевых игроков для влияния на Россию. Я просто напомню, что там и какие-то корветы строятся, Корветы строили, они нам не нужны, но их строили как взятка турецкой стороне в хорошем смысле. То и есть это, оружие да, тоже для турецкое. сохранения политической позиции, да, турецкой поддержки мы разместили заказы. Вот. Но это, насколько это было оправдано, это большой вопрос. Как бы надо взять всю подноготную. Ну, почему это было сделано, понятно. Корветы невозможно применять в Черном море. И в данных конкретных условиях, в условиях развития морских дронов, авиации, там, контроля и прочее, прочее. Но зато возможно туркам подсластить пилюлю, дать заработать. И таким образом, особенно конкретным людям, возможно, конкретным компаниям. И Деньги-то таким чужие, образом, европейские. да, и таким образом сохранить хорошие отношения. Но вот сейчас мы построили корвет, а теперь портим отношения с турками на том же море, по тому же морскому вопросу. Безумцы. Ну, этот танкер ничего не решает, а отношения с Турцией подпорчены. Да, друзья, значит, ваши голоса вот так распределились. Если Зеленский уйдет, как это повлияет на скорость мирного трека? 6% считают, что придаст хаоса и все вообще затянется, не пойми кто, что, кому, как уйдет, вы что? 27% считают, что никак не повлияет. Отставка Зеленского – это часть стратегии, в общем, часть сценария. 32% Зеленский руками и ногами вцепился в трон. Не уйдет никуда. И 36% однозначно дела пойдут быстрее. Ну, у нас прям, знаете, ну, как бы разные варианты. У нас Сто прям... процентов идут дела быстрее. Ну, видите как, вы солидарны с большинством. Друзья, спасибо, что Мгм. проголосовали. Значит, Зеленский уйдет, и дела пойдут быстрее. А, Друзья, переходим к сессии вопросов и ответов. Значит, пробежимся по вопросам. Режим Блиц. Алексей Николаевич, давайте начнем с тех, которые по ходу эфира по QR-коду задавали. Если только останется правобережная Украина, Арестович все равно пойдет в президенты, спрашивает пользователь. Вы слышали такое в нашем детстве, как писали на бочках с квасом? Дождитесь отстоя пены. Да. Вот я в ближайшее время, скорее всего, никуда не пойду. Я дождусь отстоя пены. Все глупости должны быть сделаны, все скороспелки должны быстро выстрелить и попробовать порулить, поспасать и так далее. Народ должен еще раз инвестировать не туда. И вот когда уже это выгорит, тогда уже и вернем. А сколько от Украины останется, посмотрим к тому моменту. Хотелось бы, чтобы побольше. Отстой пены, это да, это Мгм. хорошо. Не опасно ли для президентства выбирать человека без опыта в управлении областей, больших предприятий или иных структур? Зачем выбирать на 4 года человека без опыта? Только научился, и срок закончился. Это очень большой вопрос. Во-первых, он может быть избран на второй срок. Во-вторых, есть люди, которые не хотят возглавить коррупционную систему или хотя бы смиряться с ней, а реально перестроить систему, могут и за 2 года сделать очень много. Было бы желание. Так, переходим в закрытый клуб зрителей. Значит, здесь вот такие для вас вопросы. Так, 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 так. Значит, уважаемый Алексей,
А правда ли, что солдатам нередко, Сергей задает вопрос, приходится есть крыс, чтобы выжить, или это вброс? Сталкивались ли вы с такой практикой во время вашей службы? Ну, такого я не слышал ни разу. Даже в 90-е голодные годы, где ну, было все очень печально, когда я учился в военном училище. Крыс. А сегодня солдаты, скорее крысы съедят солдат, которые сидят там на передовой в этих норах, да, и снабжают их с дронов. Но им кидают вполне себе нормальные сухпайки. И ловить крысы есть необходимости, насколько я знаю, до сих пор не возникало. Мгм. Александр, здравствуйте. Ваш гость на разных площадках акцентирует на бесчеловечном обращении с украинскими пленными со стороны России. А что со стороны Украины? Как-то иначе? Если нет, то почему Арестович про это ничего не говорит? Его вот такая позиция в этом вопросе выглядит как минимум странно. Ну, как бы мне неизвестен ни один случай жестокого обращения с российскими военнопленными с момента, когда они уже попали ну, в места лишения свободы, содержания пленных в глубине, в тылу украинской территории. Я не говорю, что их нет, я говорю, что мне неизвестно. А на фронте я почти убежден, что разные инциденты встречаются. Но покажите хоть одно видео расстрела российских пленных. Вернее, российских пленных украинскими солдатами. А обратных видео, когда расстреливают россияне украинцев, десятки. Ну вот в момент этих переговоров вбрасывались и с одной, и с другой стороны. Верифицировать сложно, конечно, Ну, но... покажите, вот украинские солдаты выложили, вот так, как крайний случай, который нам показали, да? Вы положили там да, российских пленных в рядок и расстреляли. Хоть один покажите. Ну, были, показывали вот в этот момент. Ну, может быть, не знаю. Потому что это специально, чтобы сорвать вот эти все мирные там Может движения. быть, не знаю, да, но как бы тут вопрос там сравнения количества. Сколько, например, было где предположительно украинские и предположительно российские. Но мы тоже не можем судить о количестве по видео. Это же Ну там... почему? Поле боя же контролируют одинаково и наши, и они. Дроны Вы висят имеете в у виду с всех. дронов? Мгм. С дронов, конечно. То есть, если бы было много таких случаев, россияне 100% бы выкладывали. Так, продовжаємо. Сообщество YouTube. Запитання Арестовичу. На початку вторгнення ЗСУ мало перевагу в безпілотниках, протитанкових системах, засобах зв'язку, екіпіруванні бійців та кількості військовослужбовців з реальним бойовим досвідом над Росією, у якої була перевага в ракетному озброєнні, літаках і кількості артбоєприпасів. Чи міг би пан Арестович назвати, в яких типах озброєнь ЗСУ має перевагу над супротивником зараз? Мы вначале не имели никакого преимущества вообще, и в течение войны не имели никакого преимущества. Всегда у нас было количественное и качественное отставание. Вру. До российской мобилизации было у нас количественное превосходство. Ну, там 250 тысяч войск, а заходило там 100. Да, заходило 300-300, 300-330, а у нас под мобилизацию стало сразу под 800. Ну, то есть, у нас было троекратное преимущество. Но по вооружению военной техники у них было полное преимущество, а сейчас он только наращивается. Те, которые давали нам там все эти химарсы, там прочие там самолетики, там всегда было мало, по принципу плохо, мало, недостаточно. Вот они давали ситуативное превосходство, которое в дальнейшем купировалось потерями, которые несли наши системы, там, да, и российскими средствами противодействия. Иван задает вопрос. Если США прекратит поставлять Украине спутниковую информацию, то возможно ли ее покупать у них? Ведь это в основном Это же политическое решение. со спутников, принадлежащих частным компаниям, не так Со ли? спутника притулы, друзья мои. Там все будет полнота информации, вся там. Ой. Так, значит, ну, такой веселый вопрос от Евгения. Значит, смотрю каждый день Александра. Алексей в одном из передач говорил, что при его избрании во власть будет амнистия для всех, кто попал под колеса мобилизации, в том числе и кто за границей. Если это действительно так, то, думаю, шансы есть у Николаевича. При прочих равных, мол, демократия открытая, Алексей сдержит слово. Просто тезис ваших в интервью. Я железно сдержу слово, если приду. Но приду ли и когда приду, это большой вопрос. Давайте посмотрим.
Алексей Николаевич, вы спасители будущее современной процветающей Украины вне блока НАТО и живущие в мире в согласии с соседями. Спасибо вам за хорошие, там куча смайликов Спасибо. позитивных. Спасибо. Здравствуйте. Пути идеологии стали очень размытыми. Почти везде популизм. Например, футболки с Че вполне продаются крупными капиталистами, несмотря на вполне коммунистические взгляды. Либерализм срывает маски, миролюбие вновь, но теперь без имени, как это было с фашизмом. Идеологи изжили, получается, себя. Если так, шанс ли это сегодня людям встать и отказаться от такой цивилизации и жить в мире без грязи и политики? Спасибо. Либерализм никакие маски не срывает, он просто не справляется. Либерализм был предназначен как идеология для времен Шерлока Холмса, когда можно было сутками сидеть в кресле, медленно думать, все процессы были медленные. А современный мир настолько ускорился, что все ценности либерализма, рациональность, медленное принятие решения с учетом всех сторон не работают. Вот либеральный характер носят европейские институты, например. Посмотрите, как медленно и некачественно принимают решения, согласитесь. Да, вот вам либерализм. Что касается идеологии, покуда есть люди, всегда будет идеология, и без идеологического общества построить невозможно. Вопрос, какая идеология? Идеология должна расширять права и свободы человека и защищать. Вот ее главное направление. Назовите ее хоть серо-буро-малиновым ежиком. Она увеличивает права, защищает свободы. Все способствует их там, росту и процветанию людей, раскрытию таланта, более счастливой и организованной жизни. Хорошо, не способствует плохая идеология. Виталик спрашивает: Алексей, после 22 года какие люди в политике вас больше всего разочаровали и почему? Меня никто не разочаровал, я наоборот очарован. Я вот сейчас смотрю за перекличкой, как они все наперебой повторяют слова Арестовича, сказанные Шелесту 2 года назад. Все эти люди. Поэтому они меня все очаровали. Они очень очаровательные такие наши политики. И желающие быть политиками. Мгм. Значит, не думал ли Алексей, Дмитрий пишет, что украинцы пока не готовы к миру? Спросите обязательно, что Арестович думает по поводу того прогноза. Большое спасибо за ваши эфиры и за правду. По поводу прогноза. Сейчас гуляет по сети, авторство не установлено. В общем, Ермака снимают, там Майдан, Зеленский уходит, объявление перемирия на время выборов, быстро выборы, быстро там прям с датами есть, не хочу просто рыться, искать четкий план. В марте прям выборы, в апреле подписание финала. Ну, то есть вот такая хронология, такой сценарий. Я думаю, что Россия на это не пойдет. Она сначала подпишет, а потом выбор. Ну, максимум, на что она может пойти, это на то, что разделить мирное соглашение на 2 части. И, например, она может захотеть, что условную остановку войны и там ряд пунктов быстрой реализации подписывает нынешний в Рио президента и Верховная Рада теперешнего созыва как-то это легитимизирует в той или иной форме. А уже новая должна будет принять, перелегитимизировать вторую какую-то часть на уровне там, полномочий, полученных новым президентом, новой Верховной Рады. Вот такое я еще могу принять. Так что, скорее всего, будет так. Уйдет Зеленский, в новый в Рио подпишет соглашение для проведения выборов. Потом действительно быстрые выборы, 100 дней на них дадут, очень быстро все произойдет. И вот новое будет уже там легитимизировать. Угу. Так, значит, вот такой вопрос. Считаете ли вы, что Зеленский, Юрий пишет, пожалел о том, что ввязался в эту историю с президентством сейчас? Может быть, и жалеет. Я думаю, это штука начала. Я думаю, что наступит время, когда он будет очень сильно жалеть. Но будет поздно. Повторит ли Зеленский судьбу Бандеры? Сперва союзник посадит, а затем враг уничтожит. Не знаю, посмотрим. Но я, честно говоря, не завидую. Он уйдет как мега-коррупционер. В памяти останется как минимум как мега-коррупционер. Это минимум. А может быть, что и похуже. Какой совет, Мариана спрашивает Алексей, дал бы сейчас Ермаку? Да он уже за пределами зоны советов. Вы считаете? Да.
думает отпетлять, вернуться в политику, но ему не удастся. Они накопили такое количество врагов, конкретных врагов, во всех странах мира, до которых дотянулись, особенно в Украине, которые ему не простят, догонят. Поэтому в ЗСУ, не ЗСУ, уже никакой разницы. В Украине, не в Украине. И их достанут и догонят. И Зеленского, и Ермака. Ну, Зеленский как президент имеет больше шансов отпетлять. У Ермака никаких шансов нет. Это, кстати, вот тоже, да, нет уже статуса, нет уже покрышки. Ну, ничего нет, все уже. А огромное количество людей, которым они поломали судьбы, разбили, есть. Ну, вот пример, который привел Юрий Бутусов, что на это написал свое обращение к Ермаку там, или к зрителям, когда, читателям, когда Ермак сказал, что идет в ЗСУ, было известно. Он, Денис, не помню, как фамилия, который разоблачил его брата, который торговал должностями. Его под конвоем военной контрразведки засунули в ВСУ, и он там героически воевал и погиб впоследствии. Ну, человека насильно мобилизовали, скорее всего, по команде Ермака и так далее. Он говорит, ну вот, пусть придет, заменит его в его же подразделении. Вы думаете, он один такой? Разделенные семьи, разоренные бизнесы, отнятые, бесконечные забеги силовиков, инфаркты, инсульты там и прочее, там погубленное здоровье, погубленная жизнь и карьера. И таких же людей тысячи, только под санкциями 8 тысяч человек. Вот. Не все из них такие христолюбивые, как Арестович, который готов как это, по-человечески простить. И политика, там отношения, скажем так, похуже, чем в организованной преступности. Поэтому и похуже, чем на войне. Догонят 100%. Лена, добрый вечер, Александр, Алексей. Не могу не задать Арестовичу вопрос о тревожных чемоданчиках. В Нидерландах правительство распространяет методичку по запасам дома продуктов, воды, наличных денег, чтобы продержаться 72 часа. Есть ли реальная угроза, или это делается для запугивания, чтобы милитаризировать Нет, это не Европу? запугивание, это в рамках общей европейской программы по подготовке к Европы приведения в состояние готовности защищать свои интересы военным путем. Ну, в Берлине, немецкая армия тренирует бои уличные в Берлине. О чем вы говорите? Алексей, Оперативные планы разрабатывают. Алексей, вы согласны с тем, что подписание мирных соглашений зависит исключительно от ситуации на поле боя? Если да, то вопрос как к военному эксперту, можно ли в ближайшие пару лет ожидать существенного перелома в военном конфликте, который принудит Украину к подписанию договора? Пару лет, да все быстрее гораздо будет. Раз. Во-вторых, поле боя в значительной степени влияет. Но это второй по значимости фактор. Первый – это большие договоренности Индия, Китай, Россия, США. Вот где-то в этом четырехугольнике. Ну, Европа. 5. Так, тут приходят новости о том, что Путин заявил о необходимости создания зоны безопасности вдоль границ с Украиной в районе севера. Это вот, кстати, в настоящее время там небольшой плацдарм на севере Сумской области. В общем, Харьковская, Сумская, Черниговская области. То есть опять мы возвращаемся к этим санитарным буферным зонам. Так это же, они могут выполняться иначе. Например, отведением войск, созданием запрета там 50 километров на приближение. Это еще все первый Стамбул. Там рассматривались 50, 100 и даже 150 взаимное отведение сторон от государственной границы войск. Это все то же самое. Ничего не меняется. Все тот же Стамбул один с небольшими вариациями. Только потеряно огромное количество жизней и судеб и экономики. Нынешняя молодежь поколения Z, пишет Денис, окруженная миром кривых зеркал, потеряла веру во многое, вплоть до самого фундаментального. Ставя в себе в роль стороннего наблюдателя, переосмысливают и выстраивают собственное убеждение, мораль и мировоззрение. Говоря о будущем, мы часто не берем во внимание смену эпох. Например, так было с хиппи. А какой мир нас ждет в эпоху нового поколения? Какой вопрос? Я думаю, будет через 15 лет мы не узнаем этот мир. Он настолько радикально поменяется, и что просто будет ни на что не похоже. И главным агентом будет искусственный интеллект, совершенствующий с каждым днем. Все будет другое совсем. Так, переходим к чатикам. Друзья, спасибо большое. Так, ну тут пишут, вот Залужный обвинил Зеленского в провалах ВСУ.
Ну, смотрите, сейчас много будет Залужного. Вот. Зачем он приехал, спрашивают у вас в чате. Ну, зачем? Я не знаю, Политик. зачем он приехал. Может, зимние вещи взять, я говорил, повторюсь. Может занять какую-то должность, может в выборах уже участвовать. Мы не знаем. Но я вас уверяю, это проявится в кратчайшие сроки. Чего гадать-то? Значит, возможен ли сценарий: Ермак якобы отправится на фронт, и там тут же якобы погибнет как герой, еще и медаль получит посмертно, и счастливый к Минтичу кофе пить. Так выйдет сухим из воды. Ну, погибнет условный Ермак. Я прям вижу тех людей, которые его подразделения или там окружение, которые согласятся в этом всем участвовать и никогда больше не признаться. Прямо вот военные подписываются под это все. Это практически невозможный сценарий. То есть бегство под видом гибели. Вот. Ну, а то, что он погибнуть может, ну, как все военные, не всегда находятся, и не только военные, под этой угрозой. Арестович, представьте, Алексей, вот представим, что народ выбрал Арестовича. Что вы будете с сегодняшними коррупционерами делать? Сажать или помиловать и дать убежать? Смотрите, первое, что я буду делать, я не буду брать сам. И никому не дам брать из своих. Таким образом, ты получаешь моральное право заниматься теми, кто берет. У них же у всех предыдущих президентов что была проблема? Сам берешь, как-то неудобно требовать с других. Вот, а на то у нас НАБУ, у нас на то САП, у нас на то СБУ, у нас на то ДБР. Есть куча органов. Половина из них, если не большей частью, руководит президент. Правильно? Непосредственно. Пожалуйста, надо вырабатывать стратегию борьбы с коррупцией, преследованием коррупционеров. Если понадобится какое-то гражданское согласие, степень коррупции будет такой, там, найдено, что она не решается без легализации части капитала, всего остального. Это все решается консенсусом, подписанием общественного договора на платформе Верховной Рады, там, да, с ее гарантиями. Как бы рецепты понятны. Это же в политике что делать — самый дешевый вопрос. Самый дорогой вопрос — кто будет это делать. Что делать — понятно. Мгм. Так, чат трансляции Алексея Арестовича. Значит, здесь вот у меня был вопрос. Нет, он улетел, убежал. Значит, станет ли Украина новой Грузией? В Грузии после проигранной войны реализуется русский проект. Ждет ли Украину то же самое? Роман Я не думаю, спрашивает. что в Грузии реализуется русский проект. В Грузии реализуется грузинский проект, который комплементарен России. Вот, российской проектности, видению там грузинской политики в значительной степени. Это абсолютно не значит, что это будет и через 5 лет и так далее, когда правящая коалиция, например, уйдет. Что касается Украины, здесь тоже не будет русского проекта. Здесь будет очень сильно аффилированный на Запад проект по одной простой причине. Кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Хотелось бы реализовать хоть сколько-нибудь проукраинский проект. Не в смысле национал-патриотизма, а в смысле, ну, как-то построить свободную, цивилизованную страну. Мгм. Уважаемый Алексей, почему вы считаете, что поход на Киев со стороны армии России вероятнее и гипотетически успешнее, чем поход на Херсон и переправу через Днепр? Ведь в 22-м Херсон Россия захватила, а Киев нет. Потому что был элемент внезапности и провала обороны, в том числе прямого элемента прямого предательства на юге Украины, который требует своего расследования. А на Киев была выделена слишком маленькая группировка. Если они сейчас найдут 150-200 тысяч, то вместо 40, которая была 45 в начале, то имеет очень хорошие шансы на успех. Но им просто не даст никто этого сделать, скорее всего, в ближайшее время. Заключат мир, и на этом стоп. Да и опять же, где взять эти 150-200? То надо целое стратегическое, оперативно-стратегическое направление закрыть какое-то там километров на 300, чтобы снять оттуда столько войск, чтобы там уже не было войны. Либо мобилизацию в России объявлять. Ну, смотрите, тут же опять и снова вот есть просто разные оценки. Есть эксперты, которые оценивают, что после вот условно провала там, ну вот, как бы, да, перемалывания на фронте по известным направлениям,
у Украины вообще не хватит резервов, и ей надо будет выбирать или Херсон оборонять, или Киев оборонять. И сейчас под Киевом уже тоже как бы задумались и строятся вот эти укрепления, пытаются, ну, в общем, Да, но до прогнозировать. этого еще некоторое время. Между этим временем стоят, судя по всему, серьезные договоренности США, Китая и России о том, чтобы притушить эту войну. Если не закончить совсем, то притушить. А поход на Киев – это резкое, это все равно, что стол перевернуть, за которым ведутся переговоры. Это слишком резкое действие, слишком недружественное к высоким договорившимся сторонам. Для этого нужно, чтобы они очень крупно поссорились. А с чего бы? Мгм. Значит, Алексей, что бы вы выбрали, Артем спрашивает, удобную, но коррумпированную систему или честную, но некомфортную? Некомфортно для кого? Ну, я не знаю, тут для вас, наверное. Ну, к вам же Честную, конечно. обращаются. А можно честную и комфортную? Я бы выбрал честную и комфортную. Честную, комфортную нельзя. Такие же только с перламутровыми Я пуговицами понял. нельзя. Такой же, но без крыльев. Да. Да, такой же, но без крыльев. Значит, э, так. Будет ли Украина Арестовича комплементарна к России, и как это сочетается с интересами украинского народа? Она не будет комплементарна, она постарается выстроить с ними хорошие добрососедские отношения, которые просто не позволят нам больше воевать в силу отсутствия нужды. Как с белорусами, как со всеми соседями. Добрый вечер, Александр. В Шереметьево въезжающих мужчин призывного возраста проверяют, стоят ли они на воинском учете. Возможно ли всеобщая мобилизация в России после неудачных переговоров с Украиной? А зачем? Российская группировка вполне себе решает те задачи, которые перед ними стоят. Кого-то там мобилизовывать. Ну, чуть-чуть домобилизовать могут, но всеобщей мобилизации точно нет. Вопрос. Как высмаживание, высмаживание скажется на стойкости и желании продолжить воевать? Ну, наверное, изнеможение, да. Ну, как скажется, будет снижаться моральный дух. Как бы, да, будет, что больше СЗЧшников, уклонистов, там, отказников. Вот. Возможности оказывать сопротивление как организованная вооруженная сила будет таять. Как вы сказали, будут проваливаться отдельные направления. Рано или поздно придется выбирать, что оборонять Киев или Херсон. Ну, вот как-то так вот будет. Но это постепенно, это не завтра. Как вы думаете, продолжит ли НАБУ публикацию пленок, на которых будет уже Зеленский? Спасибо, Ярослав. Это в зависимости от поведения Зеленского. Если он сейчас правильно все сделает, то не будут. А публикуют через год-два, когда придет время зажимать его, догонять. А если неправильно, то опубликуют. Но не сразу Зеленского будут опубликовывать все ближе и ближе. Уже, хотя уже после пока куда ближе могут и Зеленского опубликовать. Конечно. Александр Алексей, добрый вечер. Вопрос Арестовичу. Оставят ли УПЦ в покое? Пожалуйста, ответьте на этот вопрос. Ну, разумные политики, конечно, ставят, потому что это часть чего? Часть выполнения Конституции Украины и стабилизации нашего корабля. Неразумные продолжат преследовать и, и пожнут то же самое, что Зеленский. Рано или поздно. Как Россия урегулирует конституционный кризис при остановке войны по линии Херсонской и Запорожской? Они ведь записаны в Конституцию полностью. Ну, самый простой выход, например, они не полностью записаны. Они, самый простой, они признают Запорожской и Херсонской областью ту часть Херсонской и Запорожской области, которая у них захвачена. Скажут, вот это и есть Херсонская и Запорожская область России. Вот и все. Такой вопрос. Всеволод говорит. Каллас на самом деле идиотка или играет роль? Ну, знакомые мне европейские дипломаты, когда они заходят речь, вздыхают и говорят, Что не это, играет роль. это политик, как они говорят, это политик, о котором мы всегда с новости считаем с радостью и содроганием.
Что она там выдала в очередной раз? Ну, Россию, в общем, демилитаризировать надо. Ну да, да, А да. вообще, конечно, это цинизм высшей меры, когда она говорит, быстрое окончание войны невыгодно Украине. Они верят о том, что Россия ждет страшный экономический кризис, и она развалится. Но если за это придется заплатить 1020 еще украинской жизни, ну, не европейской же, в конце концов. Василий, будут ли открыты границы, если объявят скорые выборы? Ну, я думаю, что откроют, конечно. Ну, во-первых, в надежде получить часть людей, которые приедут голосовать. Во-вторых, для того, чтобы просто не создавать напряжение. Потому что ну, любая новая власть, не откроющая границы, сразу делегитимизирует себя чуть более чем полностью. Это будет тот еще приключение. Объявят выборы, откроют границы. Это, конечно, будет цирк на дроте. Кто Мгм. будет голосовать, сколько останется? Большой вопрос. Ну, нарисуют сколько... Зато Ну да. нарисуют сколько хотят. Значит, интересно вот здесь человек задает вопрос. Неужели больные амбиции не дают понять, что нет ничего дороже жизни и здоровья людей? Разве бездумное обладание территориями дарит радость существования с той и с другой стороны? М? Ну, смотрите, политика, она современная вся, за редчайшими исключениями, она на очень низких энергиях происходит. И они не вполне собой владеют. Я видел, как Зеленский переродился буквально вот физически за один вечер. На 9-й день войны это произошло. Просто был хороший, веселый парень, и стало вот это, простите, чудовище. Ну, точнее, чудовище захватило хорошего парня, он там сидит в клетке этого чудовища внутри. Политика сносит крышу конкретнейшим образом, вы не представляете как. Поэтому, к сожалению, да. Людей намазывают на масло и кушают. Утром мажу бутерброд, сразу мысли как народ, но только проблема в том, что народ-то на бутерброд намазан. Ну и давайте еще один вопрос. Значит, вот такого характера. Давайте один вопрос, и есть еще там письмо, тоже просьба. Мгм. Вот так распределим. Значит, Вадим спрашивает, когда, по мнению Алексея Арестовича, расформируют ТЦК. Ну, как вам сказать, друзья, через некоторое время после окончания войны, ТЦК не расформируют команду людоловов. А территориальные центры комплектования останутся, как бывшие военкоматы, они есть в любой стране, и в Украине тоже будут. Людей перестанут ловить, я надеюсь, это да. Значит, письмо от Ольги. Я считаю, вот хочу закончить наш разговор сегодняшний этим письмом. Значит, здравствуйте. Своя история, переселенческая. Я выехала из родного города в 2014 году, но домой моталась пару раз в год. В 22-м и мой любимый город начал страдать от войны. Я помогала городу как могла. Мы создали группу неравнодушных граждан нашего города, делали сборы, помогали лекарствами, кормом для животных и прочими мелочами оставшимся жителям. Взамен они нам предоставляли актуальную информацию о состоянии города, жизни оставшихся, кто погиб, кто жив, чье жилье разрушено, кто уцелело. Город рушился, но в нем была душа наших жителей. Я приняла решение принять старого одинокого человека из нашего города с жильем для переселенцев, особенно пенсионеров, сами знаете, очень туго. Я купила жилье, чтобы пустить людей в него, плату я не брала. Сначала люди были рады, что все так сложилось, что им предоставили жилье, я помогала оформить всякие выплаты, гуманитарки, но люди все равно были печальные. Мне очень больно смотреть на это. Я понимала их тоску, я сама очень тоскую за своим городом, но старики не могут справиться с жизнью в новом месте, даже при условиях, в которых им предоставили жилье, еду, одежду. Просто не могут. Мой переселенец очень просился домой, но города нет, и попасть в него сейчас нет возможности. Ехать в объезд не факт, что пустят. Люди в возрасте ко всему уже имеют букет разных болезней. Этот человек страдал депрессией, тоской, на старости лет потерял все. Он добровольно ушел из жизни,
по церковным канонам является самым тяжким грехом, мне очень больно от осознания этого. Мало того, что война и болезни забирают наших стариков, этот человек даже не был моим родственником. У меня самой есть престарелые родители, они тоже очень тоскуют по своему городу, и где там прошли их лучшие годы. Я решила обзвонить всех своих знакомых 60+. Они все из моего города и все переселенцы в разных уголках мира, и выяснила, что им почти всем крайне плохо душевно. Больше половины плакали. Вы представляете, что люди с большим жизненным опытом плачут, как дети? Может быть, что-то скажете по поводу темы уныния, тоски? Может, кто-то поддержит, не даст совершить такой страшный жест отчаянно? Знаю, вас смотрит очень много людей, в том числе жителей Донбасса. Заранее благодарна. Сумбурное письмо, прошу прощения, но мне кажется, что вы поймете, о чем я. Всем благ, всех благ вам, и давайте беречь друг друга. Вот эти воюют государства, а мирятся люди. Люди. Мирный план не может не включать в себя вопрос переселенцев, перемещенных лиц и так далее, свободы доступа к своему жилью, к территории, там, на свободное движение людей, товаров, услуг через линию разграничения, я не знаю, там, признание взаимных документов и так далее. Любой мирный план, я это в Стамбуле первым еще говорил, должен во главу ставить не размеры армии, там, и начертание госграниц, а судьбу людей, которые пострадали от войны в первую очередь. Поэтому я надеюсь, что над этим мирном плане оно будет учтено. Я, по крайней мере, все буду делать для того, чтобы оно учтено, хотя бы на информационном поле и так далее. И люди должны иметь право посетить свой, пусть даже разрушенный, но там город и так далее. Что касается общей депрессии, окончание войны – это хороший повод для радости. Надо будет бороться за вторую часть происходящего, а именно за то, чтобы Украина стала на правильный курс, как корабль. Тогда и посттравматического синдрома в обществе будет меньше, и у военных, и у гражданских, и меньше далее поломанных людских судеб. Война поломала, уничтожила огромное количество судеб и жизни. Давайте сделаем так, чтобы хотя бы мир не доломал судьбы и жизни. Это наша главная задача на сегодня. Я прекрасно понимаю этих пожилых людей, я автор письма, и вот я говорю, что я сделаю все, по крайней мере, на информационном фронте, чтобы про этих людей не забыли. Я раз за разом буду ставить вопрос доступными мне ресурсами о том, что они должны быть, и их судьба во главе, как и всех украинцев, всех россиян, пострадавших от войны. Они должны быть предметом, их судьбы, жизни и здоровья должны быть основным предметом урегулирования, доброй воли сторон. А потом уже границы, демилитаризованные зоны и прочая вся эта туфта государства. Государство для людей или люди для государства? Ответ же однозначный. Получается, что рецепта от такой тоски нет. Как есть. Есть, если власть не крадет и власть заботится о людях, то, знаете, наблюдение времен Второй мировой войны у солдат наступающей армии раны заживают в 2 раза быстрее, чем у отступающей. Что общий оптимизм. Так вот, у страны, которая развернулась к людям, раны будут заживать в 4 раза быстрее. А если она останется такой же сволочной и антилюдской, то добьет и тех, кто уцелел после войны. Наша задача сделать так, чтобы было первое, а не было второе. Да, друзья, делаем, стараемся, все, кто может. Спасибо всем большое за то, что ставите лайк. Значит, 43 тысячи на канале Алексея Арестовича, 23 на канале Александра Шелеста. Если хотя бы половина поставит лайки, то эти мудрые слова в финале, наверное, услышат как можно больше людей. Поэтому подписывайтесь, и всем очень признательны за ваше внимание к нашим обзорам. Алексей Николаевич, спасибо большое за время. Спасибо большое. Всем, Саша, вам и зрителям. Берегите себя, добра и света.